Здравствуйте! Друзья, сегодня практически внимание многих украинцев приковано к событиям на фронте. А самой горячей точкой фронта, безусловно, сейчас является Авдеевка. Оценки ситуации с разных сторон очень полярны, и если взглянуть на ситуацию глазами спикера 3-й отдельной штурмовой бригады Украины Александра Бородина, то мы увидим следующее. Ситуация действительно критическая. Враг продолжает давление. И когда мы говорим давление, то имеется в виду, что соотношение сил двух регулярных армий Российской Федерации к гарнизону ВСУ – это 7:1. Кроме того, сказал Александр, враг, то есть Россия, начал применять фосфор, увеличил количество использования кабов и бросает их по 50 и более в сутки. Это огромное количество на небольшой Авдеевский плацдарм. Что касается россиян, то российские паблики цитируют видение Авдеевки глазами украинцев, американцев, немцев и других, но только не свои. Представитель Министерства обороны Российской Федерации Коношенков, говоря об Авдеевке, был крайне неконкретен и, в частности, сообщил, что ударами штурмовой авиации нанесено поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 53-й, 93-й и 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Авдеевка и Марьинка. Но, взглянув на карту Deep State, мы с вами можем увидеть то, что россияне в Авдеевке находятся в весьма опасной позиции. Вот посмотрите, северная клешня российских вооруженных сил, пытающаяся замкнуть Авдеевский котел или мешок, вполне может быть атакована Украиной с севера, в результате чего она будет отсечена и отрезана от логистики. Почему, спросите вы, Украина не наносит удар по российской клешне с севера, то есть со стороны украинского Нью-Йорка, Донецкой области? Если бы я был главнокомандующим или даже верховным главнокомандующим, то непременно бы отдал приказ о нанесении такого удара, то есть удара с севера по северной Авдеевской клешне россиян. После такого удара ВСУ смогли бы обезопасить Авдеевку и добыть огромное количество трофейной техники и вооружений. Почему этого не происходит? То ли Сырский, жалея своих солдат, засовывает их в Авдеевский презерватив, то ли по какой другой причине. Но применение вражескими войсками фосфорных боеприпасов вполне обуславливает возможность или даже необходимость более беспощадных ударов со стороны ВСУ по врагу и с применением всех возможных видов вооружений. Неужели Сырский жалеет не только украинских солдат, но и российских? Забраться ему в голову и почитать его истинные мотивы, как и мотивы Зеленского, проблематично. Но реальность упрямо требует нанести сокрушительный удар с севера по Авдеевской клешне врага. Такой удар заставит Россию прекратить использовать свою излюбленную тактику котлов. Итак, я за такой удар. А вы?